Всем привет! Ребята, ну что, понедельник, пошла последняя неделя каденции. Я в Дании. Мне 25 километров до выгрузки. Ой. Едем в город Коде. Там будем выгружаться. Значит так. Так, что у меня тут такое? Какое подключение? Что он тут? Ну, стёбывается у меня навигатор. Ай, Саня. Понятно. Ждем сигнала. Ну ладно. Сейчас запустится. Надеюсь, все будет окей. Так, один запустился. Все, едем. Итак, значит, приехал я в Росток. Встал там на паркинге. Все нормально, вытащил карточку на 45-ку. И отстоял. Боялся, что там, может быть, баги подъедут, полицейские. Нет, все спокойно. По Ростоку все нормально, все спокойно. Хороший паркинг. Все условия есть. Интернет даже есть, правда, слабоватый. Думал, запущу. Теперь история пропала. Так, и здесь посмотрим, что у нас здесь. История. Отстоял. Потом у меня был назначен паром на 20:15 Скандлайнс. Очень удобно. У вас есть номер, как бы. Что там такое? Референс на паром, да? И он не то, что там на определенное время, вообще здесь вы пошли, если он есть, значит, вас оформит. У меня было 20:15, я подошел, когда уже ушел паром на 13:30 и подал, заполнил анкетку, подал, и мне на 15:45 ушел. Так бы мне еще 2 парома ждать надо было. А мне это не особо, мне нужно было в Данию зайти, встать там на паркинге. Хотел в порту встать, но не получилось. Какие нюансы есть по росту? Да? Если у вас есть желание встать на паркинг прямо в порту, ну там есть место такое, чуть справа, как выезжаете вправо, то вам прямо там надо и сказать, что вы желаете встать на паркинг в Гетцеле, да? Это в Дании здесь. Тогда вам дают такую синюю бумажку, на которой написано дата и время. И синяя назначает, что вас не будут ставить наверх, а поставить вниз, что вы сразу на паркинг пойдете, если там есть места. Но в моем случае я так все сделал, мне дали, но непонятно, что там в порту происходило, паркинг пустой. Там эти полицейские стояли, они показывали, проезжай дальше, якобы сюда не надо заезжать. Не знаю, может, какую-то проверку они там делают, загоняют фуры на проверку, не знаю. Но он был пустой. Вот. Может, какая-нибудь таможенные какие-то учения. Странно как-то, но у меня время-то хватало. Я поехал, впереди было там несколько паркингов, но мне нужен был вот предыдущий и тот, на котором я стоял. Предыдущий был весь занят. Удивительно, там я как бы заправка, да. Заправка, это значит там не автоматическая, а такая с магазинами. Кто-то что-то хочет прикупить. И там занят. Хотя там тоже написано 24 часа, не больше.
А вот на этой заправке такого нету. Типа больше 25 часов, не больше 25 часов нету такой надписи. А нет, хотя бы была надпись такая. Ну, в Дании вообще запрещено стоять 45-ки, да. Ну, 25-ка как, заезжаешь, потом просто на молоточке ставишь, сделал там вперед, назад поездил и обратно в елку, чтобы не было нарушений. И закрываешь, открываешь сторону, проехал туда-сюда, 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 на молоточках постоял некоторое время и закрыл страну, и все, и дальше стоишь. Ну, так обычно делают ребята. Вот. Что еще? А вот этот паркинг был уже свободен. Но если бы он был занят, я бы поехал в Когин на место выгрузки, посмотрел бы там на разведку, мне времени вот так хватало. Либо поехал на то место, где мы с Андрюхой стояли в тупике. Ну, повезло, здесь места были. Главное, передо мной стал тот чудак, который со мной вместе с парома съезжал. Даже мы вместе с ним на паром заезжали. Такой весь в татуировках, в татушках. С супругой, походу, и с собачкой. Ну, там уже был не мопс, а был эти лохматики, как там они называются. Вот. Я встал, закрыл, он постоял, наверное, полчаса. И поехали дальше, они с супругой. То есть передо мной уже место осталось. Я мог продвинуться вперед, но не захотел. Потому что места было достаточно много, что любой, даже начинающий дальнобойщик, спокойно мог задом там встать. Вообще Дания мне очень нравится в отношении дорог, в отношении людей, в отношении уважения водителей к вам. Ну, в отношении водителей к вам вообще скандинавские страны отличаются в хорошую сторону. Уважительные все-таки отношения. Ну, бывают всякие нюансы, но в большинстве своем ребята очень уважают нашу работу. Особенно если вы идете на сцепке. Потом погулял я там по паркингу, поэтому, ну, он как бы небольшой, машин может быть на 10. Все стоят вдоль дороги, что удобно, в моем понимании, реально удобно стоять, чем стоять в елке. Потому что, особенно, знаете, когда есть люди, которые не любят, что ты заводишь двигатель, типа и мешает спать. Мне лично, например, вообще не мешает. Завел ты, не завел, рев стоит, не рев стоит. Я по барабану. Говорю, 20 лет в морях, для нас это, если какая-то тишина вдруг становилась, значит, что-то не в порядке. Называли обесточкой. Вот, походил там вокруг, там тоже есть кафе, но оно было закрыто. Но я скажу, вокруг все так культурно, туалет вообще такой. Ну вот скандинавы всегда, если туалет, то он реально для людей. Немцам, я уже не помню, как там в Бельгии, но немцам это точно, это нужно учиться. Поляки тоже в этом отношении молодцы, у них деньги за дорогу идут на дороге. Вот. Ну а сейчас вот едем, задания пока еще нету. А мне нужно сегодня выгрузиться, и мне сегодня надо загрузиться. И сегодня уехать в Германию. Желательно. Я мог, конечно, начать и раньше, но я не знаю, как там работает это предприятие, куда я еду. Не нашел информации, поэтому еду к 8 часам утра. Ну и поскольку нету задания, особо торопиться пока не стоит. Потому что раньше начнешь, надо раньше заканчивается. А как повернется и куда я поеду, неизвестно. Было бы хорошо, если повторил путь Андрюхи. Он поехал обратно в Росток и в Ростоке там грузился где-то. Прошлый его путь. Как-то так.
что мне нужно, повторюсь, наверное, нужно загрузиться где-нибудь в Германии, выгрузиться и загрузиться на Латвию. А в среду уже 1 мая Германия будет закрыта. То есть мне как бы завтра надо где-то загрузиться. Там у них вообще интересно. Польша 30-го какое-то время закрыты дороги. 1-го 100% закрыто. И 2-го с 8 до 20:00 закрыто. То есть в Польшу придется ехать мне, наверное, ночью. Ну, мне нужно домой, я хочу ехать как можно раньше. Приехать домой, чтобы сразу уехать в Беларусь. Вот. Ну что, пока болтали, уже 11 километров остается до выгрузки. Будем искать эту Кселлу, Денмарк. Что там у нас такое? Вот мне нравится, вот с 6 до 9, с 3 до 6. Вот у немцев, если запрет на обгон, он запрет на целый день. Не то, что на целый день, он навсегда запрет. Встречается иногда там, очень редко, до такого-то времени запрет. Датчан, вот видите, как хорошо. И у шведов также. С 6 до 9 запрещено обгонять, и потом с 3 до 6. У немцев же категорично. Нельзя и все, как и в Латвии. Вообще, мне кажется, Скандинавия живет совершенно другой жизнью. Я вот понимаю людей, ребят, которые работают водителями международных перевозок по Скандинавии. Потому что удобно. Паркинги большие. Места хватает. Пробки есть, но очень их мало по сравнению с той же Германией, Голландией, Францией, Бельгией. В этом отношении, да, радует. И я повторюсь, когда я первый раз попал в Данию, я думал, здесь холодно, но оказывается, совершенно не так холодно, как я представлял себе. Вот смотрите, сейчас едем. У нас получается, почему туда вот смотрит камера. Все цветет, снега нету. По-моему, у нас в Латвии так не цветет, как здесь в Дании в это время. Я даже говорю, в сентябре месяце, как-то есть у меня видео, я был в Швеции, я купался в озере, вода теплая была, по-моему, сентябрь месяц это был. Я был удивлен, я думал, там озера, знаете, горные ручьи, озера холодные. Не, очень тепло. На паркинге, прямо возле паркинга озера. Даже на видео снимал, как я там балдел. Как-то вот так. Семь с половиной километров один показывает, другой показывает 8 километров. Ну, надеюсь, там не стройка, а может быть и стройка. Нет, не стройка. Там написано Кселла ДК, то есть логистика. Надо будет приехать, у меня куча ремней на загрузке в Германии. Потребовали там по 2 ремня класть на каждую группу палетов. И один спереди и 2 еще сзади крест-накрест. Ну, там не крест-накрест нарисовано было, а как бы по этой самой, по диагонали. Но по диагонали они спадают, эти ремни.
опускаются. Поэтому я сделал, как обычно, задний палет. Передний получилось сделать, там он имеет зажат. Там можно, в принципе, было это не делать, потому что впритык шел к борту переднему. А вот задний пришлось крест-накрест сделать. Вот. Еще и я вчера с братишкой связывался. Он тоже сейчас в Польше идет на Германию. Но он в 3 часа ночи стартанул сегодня из Польши, чтобы тоже у него в планах также во вторник загрузиться. Ну, либо в четверг, и потом нестись. Так что, может быть, где-то мы спотыкнемся вместе. Ой, я был бы рад, если бы мы вместе и поехали бы на Латвию. Это было бы замечательно. Я очень надеюсь на это. Вот. Также с Лехой. У него тоже груз где-то будет завтра, послезавтра он брать будет груз. Может быть, тоже вместе встретимся. Может быть, тоже вместе на Латвию пойдем. Это было бы офигенно, конечно. Ну, с братишкой, конечно, было бы намного офигенней. Сами понимаете. Родная кровь, родная душа. Это мой двоюродный брат. Я у него вот на Пасху был в Юрмале в гостях. Заезжал буквально. Посидели, коньячка попили. Ну и утром я уехал. Вернее, меня увез друг. Потому что после коньяка как-то не особо хотелось за руль садиться. Надо было тогда подождать, выждать время. Но у меня такого не было времени. Хотя, конечно, мог там и подольше погостить. Ну, приехал вечером, утром уехал. Вот. Держимся с правой стороны. Коде. 3 километра показывает. 2,6. Тут уже как-то с Андрюхой на прошлой неделе или на этой неделе гоняли. Моя зеленая стрелочка, зашибись. Там еще в Коге есть тут паркинг, который я помню, там всякие перецепы происходят, но он забит всегда. Он освобождается только ночью. Когда люди разъезжаются, когда происходят перецепы и уезжают. Ну, обычно там, я помню, сам тоже там делал перецеп. И там, и в Швеции приезжаешь, отцепляешься, становишься рядом и ждешь. Почему рядом? Чтобы напарник приехал на твое место, встал. Чтобы не искать потом. А то бывало, что я в одном месте стою, жду перецеп, ну или коллега ждет, а напарник не может приехать, встать для перецепа. Можно, конечно, там сзади встать, но там не особо, там таких умников много. И приходится, он поставил где-то, в 3 километрах прицеп, ты поставил его здесь, он приезжает, берет здесь, говорит, где стоит прицеп, туда едешь, очень неудобно, поэтому становится рядом. Но еще хорошо, когда рядом можно 2 машины поставить. Как бы второй не против, что потом там перецеп будет происходить. Это так, из практики. Но это же не все фирмы делают перецеп, но типа там есть такие логистики, которые нужно, и там буквально что-то не 3 водителя тянут прицеп из Швеции, из Дании, куда-нибудь в Голландию, в Бельгию. Так быстрее как бы получится его довести. Не надо, прицеп не будет ждать, пока у тебя будет там отстой. А так. Сейчас направо пойдем. Будем искать эту Кселлу.
Ксела ДК. Дом культуры Ксела. Через 400 метров налево. Это сейчас нам налево надо. Погода вроде хорошая. Вчера в Германии аж 23 градуса у меня было на термометре. Сейчас 10 градусов. Но утро еще считается. Тиририм, тиририм. Скоро будем на месте, дамы и господа. Так, теперь мне нужно уже найти необходимое название. Ксела Денмарк АЭС. Все просто. Но я не думаю, что это стройка. Подождем зеленый свет. Подождем. Так. Давайте, давай. А, не, будем ждать, что эти поедут слева. До Копенгагена 36 километров. Пишет. Ой, 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 ой. Вот там что-то выгружает. Какие-то матрасы или что-то, рулоны. Наверное, это какая-нибудь ткань. Поехали. Не задерживаем движение. Не задерживаем движуху. 650-600. Уравнялось. Так. Форд, Нельсон. Так. Сейчас будем подыскивать. Где же тут должна быть? Там где ангар, что ли? Пока ничего не вижу похожего. С левой стороны пишет должен быть. Наверное, там почти в конце. Так очень похоже. У меня ложка тут застряла. Дом номер 92. МП. Тут похоже. Вот Ксела, да. Наверное, вот тут будем заезжать. Куда-то нам надо вот туда. А где офис? Вот офис. Я так понимаю. Ой, спасибо. Значит, я прав. Офис здесь. Заденемся, сходим в офис.
Приехали. Так, ну что, ребята, выгрузились мы. Как бы. Теперь надо найти место, где встать. Надо обратно сейчас сюда заехать. И встать. Да? Да, так и сделаем. Если, конечно, тут есть возможность сделать. Сейчас узнаем. Влево, влево, влево. Можно ли здесь будет влево? Карман найти. Хоть дорога влево. Но для нас или фиг. Нет, здесь нельзя. Здесь не пойдем мы налево. Сейчас бы мы пришли бы далеко. Налево. Так, а туда, в левую часть, как-то надо заехать. Вот здесь, наверное, повернем, да? Я думаю, нормалек. Алле. Какие-то стоять нельзя или что это за знаки? Не, можно тут встать. На солнце, правда, придется стоять. Такой паркинг есть. Нормальный, так скажем. В поисках места мы как бы что налево. Как-то все тоскливо. Надо туда подъехать, где мы были, на ту улицу. Вот это где она находится. Сейчас налево, еще раз налево. Я так предполагаю. По факту. Ну да, вот тут надо и встать. Что-то я даже не посмотрел на этого, он поехал налево, и я поехал налево. Надо было направо. Остановка. Спасибо. Девушка. Две девушки. Здесь нет остановки? Нет. Здесь мы и встанем.
0006. Ой, и будем ждать сейчас, смотрите. Задание нам еще не пришло. Но мы поедем, поменяем место на паркинг, поедем на этот, про который я говорил вам, про ТПЦ. Потому что здесь это нарушает реально, видите, сплошная линия. Потому что здесь как-то мешает всяким автобусам. Коллегам. Лучше поедем на тот паркинг. Я надеюсь, сейчас он должен быть свободен. Далеко до 4 километра проехал. Да и жарко здесь, солнце, блин, греет, я весь мокрый стал. 15 градусов, кстати. Надеюсь, там будет место. Глянем. Ну, кстати, вот здесь как бы промка, но встать негде, только если на дороге. Карманов нет. Но в крайнем случае можно встать, если сюда ехать, выгружаться на будущее. Чайки летают. Там вот озеро с правой стороны, как минимум. Нет, не озеро, это быстрее затоны какие-то. Что-то надо уже второй завтрак готовить, правда? Елки-палки. Задержка мне вот сейчас она совершенно не в кассу, честно. Надо быстрее ехать на загрузку и в Германию уваливать. Все как обычно. Конец каденции, начинается какая-то ерунда. С погрузкой. Этими задержками. Ну, одну-то я пропущу машинку, вторую вряд ли. Вторая вряд ли там поместится. Вот это уже точно не поместится. Бусик. Поэтому поедем мы. А бусик подождет. Хотя этот мог дать ему. Ну не, но он бы заехал, а тот куда бы. Фиат. Интересный такой Фиат. Крыша, походу, у него складывается. Такая брезентовая. Хотя вряд ли складывается. Наверное, такое покрытие черное, темное. Я помню паркинг, один паркинг в этом самом, как он называется, Имуйден. Там, где мы на Ситрансе работал, контейнера таскал. Там есть один паркинг прямо возле порта, и он все время занят, вот всегда.
Ну, редко, когда там бывает пару-тройку мест. Такое ощущение, я рассказывал в своих видео, такое ощущение, что передают по наследству. Знаешь, ты приехал, я уехал. Вася, езжай, я сейчас тут начинаю движуху, освобожду место. Вот это, кстати, паркинг такого же плана. Что-то мне как-то глаза заболели. От солнца, что ли? И привычки надо уже эти самые носить. Очки ядерные. Желтые, либо черные. Давление поднялось глазное. Как какие-то мурашки бегают. Да, это другая часть Коги. Сейчас мы пересекаем ее. В принципе, на будущее можно там, если очень надо, постоять. И если вы там приезжаете вечером, часов там в 7, скажем, в 6. Как я обычно говорю, что если девятку стоять, то можно и как бы стать в таких местах, понимая, что ты уедешь до того, как приедут люди на работу, да, там начнется трафик. А так, конечно, на 11 часов лучше не становиться. Ну, я эту промку сейчас себе не отметил. Обычно я говорю, что я отмечаю промки. Ну, это такая. Вот этот паркинг, да, он отмечен. Потому что я здесь бывал не только сейчас, а и раньше бывал. Я уже говорил. Здесь бургер. По-моему, тут еще какой-то магазин был. Только я вот помню. Помимо Бургер Кинга, где-то там магазин был. Хотя могу путать. Так, сюда нам нельзя. Блин. Интересно это такая. Не заметил машину. Показывает мне, что тебе, блин, по этой полосе. Нет, друг, мне не по этой полосе. Мне направо по моей полосе. Это тебе в эту полосу нельзя. Вот поехал в полосу автобусов и еще какие-то возмущения, знаете. Так, сейчас мне надо сюда заехать. Сервис, дизель. По-моему, вот здесь, да. Ай, можно было и, блин, там заехать. Ну, места есть. Есть места. Здесь мы и станем. Вот про этот паркинг я говорил. А вот где-то магазин, Нискан, трак, вот где-то там дальше магазин. Ёпарасоте, здесь тоже буду стоять на солнце. Ой, надо в другую сторону встать, правда? Наоборот. Повернулся. Сейчас мы так и сделаем. Вот там один коллега правильно стал. Либо вдоль. В другом направлении. Сейчас что-нибудь найдем. Варианты. Вот, так вот. Надо ему подсказать.
сказал, что я тапок рухнул. Вот так мы стоим. Написано 12 часов можно стоять максимум. Как-то фигово, блин. А, я знаю, что я сделал. Я сейчас поеду на его место. Он отъезжает, и я на его место встану. Точно. Надо сейчас мне как-то вырулить красиво. Точно, мы сейчас на его место станем. И у нас солнце будет не там, где надо. Вернее, там, где надо. Будет сзади солнце стоять. Катается тут такой по паркингу деловой, блин.